Добрый день, дорогие друзья! С вами руководитель православного паломнического центра «Россия в красках» в Иерусалиме Павел Платонов. Я просил задавать мне вопросы, и сейчас отвечу на, пожалуй, самый волнующий большинство верующих людей вопрос. Вчера меня спрашивали, как будет совершаться предпасхальные службы в храме гроба Господня. Будет ли совершаться церемония схождения благодатного огня и так далее. Ходят даже слухи, что Пасху перенесут на сентябрь, что совершенно невозможно. Я уже говорил в предыдущих репортажах, что государство Израиль пошло на крайние меры карантина. Вся страна закрыта, и более того, жителям без острой необходимости запрещено покидать свои дома более чем на 100 метров. Нарушителям карантина выписывают штрафы и даже арестовывают. В связи с этой уникальной ситуацией все церкви и монастыри Святой Земли практически закрыты для посетителей, и в том числе храм гроба Господня в Иерусалиме. Согласно совместного официального заявления 3 конфессий, исходит буквально следующее. В пятницу 26 марта 2020 года 3 общины, а именно Греко-православный патриархат Иерусалима, Кустодия Святой Земли францисканцев и патриархат армян в Иерусалиме, несущие ответственность за паломничество, объявили, что богослужения в Пресвятом храме Воскресения будут продолжены согласно Типикону и правилам паломничества с уменьшенным количеством верующих во избежание распространения вируса COVID-19. После развития ситуации на Святой Земле мы, главы 3 общин, которым провидение даровало благодать и честь провозглашать верных Господа в базилике гроба Господня и воскресения, хотим сообщить, что празднования общин православных греков, латинян и армян будут продолжаться регулярно, хотя по соображениям безопасности и во избежание риска распространения инфекции COVID-19 число участников торжеств будет ограничено в несколько человек, и базилика будет доступна только во время литургии. Мы хотим заверить, что внутри базилики молитвы 3 общин будут продолжаться, а скорее усиливаться, прося Небесного Отца прекратить пандемию, о выздоровлении больных, о защите медицинского персонала, о мудрости для пасторов и губернаторов и о вечном спасении тех, кто погиб. Мы возносим эту молитву с того самого места, где через жертву своей собственной жизни на Голгофе и через Его воскресение из гроба Господня в 3-й день единородный возлюбленный Сын Иисус Христос победил зло, грех и смерть. Что можно понять из заявления? Службы в храме не прекращаются, а наоборот идет усиленная молитва. Действительно, двери храма гроба Господня закрылись для посетителей. Но священнослужители всех конфессий продолжают совершать свои богослужения внутри храма и в своих монастырях в автономном режиме, без паломников и посетителей. И если и открыты двери во время некоторых служб, то на короткое время, и вход в храм, кроме священнослужителей, но и, возможно, людей со специальным допуском, сегодня недоступен. По-видимому, в таком узкоограниченном варианте автономных служений и пройдут богослужения Страстной Седмицы, торжества схождения благодатного огня и сама Пасха. Будем молиться здесь, в Святой Земле, о том, чтобы все были здоровы и эпидемия скорее прекратилась во всем мире. И будем следить за развитием ситуации, а о важных новостях я буду здесь сообщать. А пока, как и обещал, приглашаю вас к просмотру 2-й части фильма о храме гроба Господня в Иерусалиме. Подписывайтесь на наши каналы «Россия в красках» и «Путешествия с Павлом Платоновым», ставьте лайки, пишите комментарии, пишите мне, какие темы вас интересуют. Мне можно задавать вопросы абсолютно на любые темы. Берегите свое здоровье, всего доброго и до новых встреч! Сегодняшняя и последующие части нашего цикла фильмов будут посвящены детальному обзору часовен, храмов и пределов в комплексе храма гроба Господня. Те, кто впервые зашел на наш канал, рекомендую посмотреть 1-ю часть нашего фильма об общей истории строительства храма гроба Господня в Иерусалиме. Желаю всем приятного просмотра. Самая величайшая святыня христианства – живоносный гроб Господень, свидетельство и символ воскресения Христова, покоится под сводами часовни, называемой по-гречески кувуклия, что значит царская опочивальня или в западном варианте идикула, небольшой дом или часовня.
Это последняя часовня над тридневным ложем Христа, построенная после пожара 1808 года, когда прежняя была утрачена. Кратко вспомним строительную историю этого места. Вот так, по реконструкции, был обустроен гроб Господень в храме императора Константина. Кувуклия первого периода 335-614 годов была высечена из каменного монолита, включавшего в себя погребальную пещеру, чтобы, как сообщал Евсевий Кесарийский, превратить почитаемую пещеру в сверкающее украшение. Воспоминания пилигрима VI века Антония из Плаченцы повествуют о богатстве украшений кувуклии гроба Господня. Это и мрамор, и драгоценные камни и металлы. Западный паломник Аркульф, посетивший храм в 670 году после персидского нашествия, говорит лишь о мраморной облицовке снаружи. Внутри же украшений не было. Стены усыпальницы состояли из натуральной скалы пестрого белого и красного цвета с признаками камнетесной работы. Часовня была разрушена почти до основания в 1009 году. Очевидец этих событий Муджир эд-Дин сообщает, что лишь груда каменных обломков не дала возможности достичь фундаментов, что и спасло само ложе. После глобального разрушения в начале XI века, когда часть монолита скалы над гробом Господним перестала существовать, появляются уже архитектурные строения непосредственно над сохранившимся каменным ложем. Первая часовня относится к 1048 году, периоду правления византийского императора Константина Мономаха. Вторую часовню выстроили крестоносцы. Ее внешний вид дошел до нашего времени в рисунках, картинах, литографиях и макетах. Кувуклию крестоносцев украшали мозаики. Купол был покрыт серебряными и позолоченными пластинами. Над куполом высилась серебряная фигура Христа в натуральную величину. Погребальную скамью впоследствии покрыли золотом, пожертвованным византийским императором Мануилом Комненым. Недолго просуществовала эта роскошь. С приходом арабских завоевателей в Святую Землю храм постепенно приходил в упадок. В начале XIII века Кувуклия была постоянно закрыта, и в нее пускали лишь за плату. Упадок продолжался до 1555 года, когда Кувуклии грозило полное разрушение. С трудом добившись разрешения султана Сулеймана I, удалось отстроить и облицевать Кувуклию. Руководил работами епископ Бонифаций Рагузский при поддержке императора Карла V и его сына Филиппа II Испанского. И вот перед нами последняя Кувуклия, датируемая 1810 годом, выстроена по проекту греческого архитектора Николая Комнина на деньги, пожертвованные Российской империей. Реставрация была проведена под его руководством за 1 год после сильного пожара 1808 года, когда и без того нуждающаяся в серьезном ремонте Кувуклия была значительно повреждена. Землетрясение 1927 года повредило часовню, и с 1947 года она была укреплена. Так и простояла до нашего времени, стянутая остальными конструкциями. В 2016 году провели реставрацию под руководством профессора Афинского политехнического университета Антония Марапулу. В ходе этих работ была укреплена и очищена Кувуклия гроба Господня, сняты металлические конструкции, поддерживающие часовню. Итак, рассмотрим Кувуклию, часовню гроба Господня. Внутри ее находятся 2 помещения предела, и с запада пристроена часовня Архангела Михаила XVI века, принадлежащая Коптской церкви. Первый предел Кувуклии – это предел ангела. Название связано с евангельским повествованием об ангеле, сидящем на камне. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег.
устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь. Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь». Камень, которым закрывалась гробница, мог быть двух видов: либо закатный, как в этой гробнице в центре современного Иерусалима, либо такой, как в гробницах на территории русского монастыря в Хевроне. Об этом камне говорит святитель Кирилл, епископ Иерусалимский, в своих огласительных беседах. Он пишет, что изначально перед входом в нее было вытесанное в скале пространство, но его убрали, чтобы лучше видеть гробницу. Он также отмечает, что подобного рода захоронения были обычными для Иерусалима. Камень, которым была закрыта гробница, еще лежит перед ее входом, сохраняются следы сада. Известный паломник, путник из Плаченцы, отмечает, что камень, которым был загражден гроб, стоит при входе. Камень этот украшен золотом и драгоценными камнями. Многочисленные разрушения храма не пощадили эту реликвию, и сегодня в центре предела ангела хранится под стеклом лишь малая часть камня, которым был закрыт вход в погребальную пещеру. Согласно Евангелию, камень был весьма велик. У правой стены второго предела находится гроб Господень, покрытый мраморными плитами, известковый камень, погребальная скамья. Тело Иисуса Христа было снято с креста в канун субботы. По еврейскому закону погребение совершалось в тот же день до заката. Поскольку по субботам погребения вообще запрещались, обряд похорон необходимо было совершить срочно до заката солнца в пятницу. Ученик Христа Иосиф Аримафейский предлагает для погребения свою новую гробницу. Положил его в новом своем гробе, который высек он в скале, повествует нам Евангелие от Матфея. Гробница Иосифа Аримафейского, вероятно, относилась к сооружениям знати и могла выглядеть примерно так, какими мы видим кедронские гробницы в Иосафатовой долине. Весь евангельский рассказ о том, как тело умастили благовониями, обернули в саван плащаницу, положили во гроб и вход в гробницу закрыли камнем, исторически достоверен. Значение заботы об умерших и их достойном погребении широко отражено в Писании. Умощение тела благовониями было вызвано необходимостью посещения гробницы родственниками для обряда оплакивания в первые дни после погребения или же для последующих захоронений. Археологические исследования и находки подтверждают точность сообщаемых Евангелиями сведений о погребальных традициях иудеев того периода. На этом рисунке мы видим аркосольную погребальную пещеру с закатным камнем, где тело умершего полагалось на каменную скамью с углублением. В пределе Иосифа Аримафейского и Никодима мы видим скальную гробницу с локулами для положения тел. Погребальное ложе в разные времена существования храмового сооружения то представало паломникам в натуральном виде, то было украшено драгоценным металлом, то облагалось мрамором. Византийский император Мануил Комнин покрыл погребальную скамью золотом в XII веке. Крестоносцы закрыли ложе порфировой плитой, защитили с фасада легкой вертикальной перегородкой с 3 круглыми отверстиями. Об этих отверстиях упоминает паломник игумен Даниил, посетивший гроб Господень в начале XII века. Считается, что эти отверстия-окошки располагались в местах ложа, где находилась голова Христа, руки и ноги. Через них паломники могли прикоснуться к святыне, не имея возможности отколоть ее часть, как указано в исторических документах. Последний раз защитная перегородка с отверстиями упоминается в 1347 году. Во время реставрации 1555 года часовню снесли до основания, и все увидели гроб Господень, иссеченный в скале. 27 августа были сняты алебастровые плиты с гроба Господня,
когда перед епископом предстало то самое несказанное место, на котором 3 дня лежал Сын Человеческий. Когда это и произошло, и восточные, и западные христиане проливали потоки слез, падали в обморок, иные приходили в выступление, все целовали священный камень, обнаженный после векового покрытия. Бонифаций Рагузский, руководитель работ, сообщил интересные сведения о находке под плитой. В центре святого места мы нашли кусок дерева, который там хранился, обернутый в вышитую ткань. Однако этот кусок ткани от контакта с воздухом тут же рассыпался. На дереве были надписи, но удалось прочесть лишь «Елена Магн». Бонифаций предполагает, что им была обнаружена часть животворящего древа, оставленная царицей Еленой. По завершению реставрации на священное ложе была установлена белая мраморная плита. Эта плита разбилась пополам при пожаре 1808 года, когда на Кувукле рухнул купол. Тогда вновь открывали погребальную скамью и заменили плиту. В 2016 году, через 2 столетия, гроб Господень был вновь открыт. Под мраморной плитой 1810 года обнаружили еще одну с вырезанным крестом, вероятно, периода крестоносцев. Эти работы позволили убедиться в сохранности погребальной камеры, накрытой еще одной плитой из серого мрамора. На этом я заканчиваю рассказ о 3-дневном ложе Иисуса Христа и часовне над ним под названием Кувукле. В следующих частях нашего цикла я продолжил рассказ о Голгофе и других святынях общего комплекса Храма Воскресения Господня в Иерусалиме. Всего вам доброго и до новых встреч!